Сегодня я вас познакомлю с игоревской рок-группой «Руна ветра», которая играет, как говорят сами музыканты, русский интеллектуальный рок. Мы побывали на репетиционной базе группы. Итак, сейчас мы находимся в ДК имени Конина, перед малым залом, где репетирует игоревская рок-группа «Руна ветра». Сейчас мы посмотрим, какую музыку они играют и что вообще из себя представляет игоревский рок. Пойдемте посмотрим. Почти 10 лет существует группа «Руна ветра». Один из ее основателей, хороший друг музыкантов, Павел Думасенко, который ушел из коллектива сразу после создания. Но давайте поближе познакомимся с ребятами. Николай, наш барабанщик. Дмитрий, бас-гитарист не только нашей группы, но и хорошей группы. Триада. Скажу триада, потому что, если не выговорить, не вспомните, вернее. Ирида. Вот. Прекрасный бас-гитарист. Дмитрий, саксофон. Антон, клавиши. И Андрей, лидер гитары. И я. Тематика природы, истории, корней наших. Ну и, естественно, все равно затрагивается что-то бытовое, насущное. В самом начале музыкальной карьеры группа называлась «Роза ветров». Играли примерно в таком же стиле, как и сейчас. Но затем с приходом гитариста Владимира Дмитриева стиль группы поменялся, стал более жестким. К 2002 году состав вроде бы сложился. Группа переименовалась в «Руну ветра». «Свобода духа» – так определяют значение названия сами музыканты. «Руна ветра» в таком стиле и составе играла почти 5 лет. Начинали играть такой дворовый рок-н-ролл. Потом утяжелились, поиграли, наверное, года 3-4, может быть, лет 5. Да, наверное, такой классический хэви-метал. Сейчас играем, я все-таки думаю, наверное, интеллектуальный рок. Есть один демо-альбом старый, называется он «Распутье». Вот, больше пока ничего не записали, но я думаю, в скором времени, наверное, да, зайдем в студию. Стиль музыки сменился после того, как пришли клавишник и саксофонист, и покинул группу гитарист Владимир, не захотев играть такого рода музыку. И, как говорят музыканты, мы, наверное, взрослеем, умнеем, и захотелось чего-то серьезней, не тяжести музыкальной, а мудрости словесной. На час нуля крикнешь, мать тебя укажи, дорогу в царство розы ветров, где гуляет власть, шальная ветерная мазь на празднике отчаянных. Как же собралась эта замечательная рок-команда в единое целое? Каждый из участников группы поведал свою историю. Ну, в общем, я пришел на концерт тогда группы без названия, по-моему. Да, самый первый. Который выступал Без барабанщика. без барабанщика. Я им сказал, что я знаю, где можно взять барабан. Был у меня один знакомый с барабанами. Вот. Естественно, барабанов мы не нашли в итоге. Но я, как человек, связанный с барабанами, закрепился в группе как барабанщик. Со временем все нашлось. Сварили. Ребята поменяли формат музыки, и когда было решено, что будет играть рок, который более интересен, мы как-то разговорились с парнями, и с удовольствием пришел клавишник. Это было очень давно, по-моему, 99-й, что ли, год был. Сам ко мне домой пришел и сказал: умеешь играть? Я говорю: да, все, ты с нами. Так оно и было. Одевайся. Он сказал: одевайся. Я здесь самый новый участник группы. Так, воля случая получилось, что общались совсем по другим интересам. Разговорились, оказалось, ребята играют. Я когда-то тоже играл давно. Это было лет 9 назад. Вспомнил, достал дома саксофон, сдул пыль. Получилось, понравилось.
Ну, так все и случилось. Мы играли на совместном концерте, тогда еще с группой «Триада». В «Руне ветра» тогда басиста, тогда еще в «Розе ветров» басиста не было вообще. Ну и как-то после концерта ко мне ребята подошли и сказали: не хочешь попробовать подыграть нам? Ну, сначала было все на таком добровольном начале, вроде как просто подыграть. Потом так получилось, сдружились, притерлись, и вот теперь я работаю на два фронта. Я вроде как и не приходил с Пашей просто. Кого считаю основателем группы. Сидели на кухне, поговорили. Ну, вроде сказал: что ты вроде не играешь, а раньше как-то песни там писал. Почему бы нам и чего-нибудь такое не сделать? Ну, вот так вот как бы и группа основалась, и я в нее пришел. В настоящее время состав группы установился, сложился дружный коллектив. И хотя все музыканты занимают разные должности, у всех разные профессии, их связывает музыка. Наверное, каждый из нас в музыку мечтал прийти все время. Это в голове, наверное, сидело у каждого. А если это в тебе сидит, то в конце концов оно во что-нибудь выльется. В принципе, у нас тут люди разных профессий совершенно. И все мы считаем, наверное, музыку самым главным в нашей жизни на данный момент. А работа – это не самое главное. Хобби. Да, работа у нас хобби. Сейчас у «Руны ветра» новый репертуар из 10 произведений, не считая старых песен. С ними команда активно концертирует. Но уже вот в этом составе группа начала играть где-то активно играть с весны. Из таких интересных фестивалей это было «Набирая обороты» в Люберцах на открытой площадке. Достаточно крупный фестиваль. Соответственно, это международный фестиваль «Малый Ярославец». В июне мы работали, а сейчас мы плотно работаем с клубом «План Б», вот, Павловский посад. Сейчас есть в планах «Гусь хрустальный» и еще несколько работ. Как говорят музыканты, главное – это стремление к музыке. Вот что они пожелали молодым командам. Пожелать-то можно многого, но достичь можно только тогда, когда ты Сам изначально... этого захочешь, когда ты понимаешь, что это твое, что ты готов отдать музыке все. Ну и тогда, может быть, если музыка соблаговолит, она тебе все оплатит.